Да-да-да. Я хочу стать солдатом короля. Прекрасно, Фанфан. Вот вам на память тюльпан. Он принесет счастье. Благодарю, мадам. Прощайте, Фанфан, тюльпан. До свидания, крестная. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Фанфан Тюльпан» 1952 года «Фанфан ля Тюлип» – французский фильм «Плаща и шпаги» режиссера Кристиана Жака. Кроме оригинальной темно-белой версии фильма «Фанфан Тюльпан» 1952 года, существует также колоризированная, раскрашенная, выпущенная в 1997 году. «Фанфан Тюльпан» принес славу не только Жерару Филиппу, но и его партнерше по фильму Джинни Лоллобриджиде, самой желанной актрисе 1950-х годов. История о Фанфане Тюльпане не теряет своей популярности в наши дни. В 2003 году вышел ремейк фильма «Фанфан Тюльпан» с Винсаном Пересой и Пенелопой Круз в главных ролях. Повторить успех оригинальной версии картине не удалось. Фильм «Фанфан Тюльпан» в 1952 году получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале, а Кристиан Жак – приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. С самого начала фильма «Фанфан Тюльпан» был задан насмешливый иронический тон. Зрителю открывается стилизованная Франция XVIII века, когда, по словам историка-комментатора, женщины были ветреные и легкомысленные, а мужчины воевали красиво, умирали как в балете, не забывая о прическе и картинности поз. Поле битвы – это было место, где короли работали для потомства, произнося исторические фразы, чтобы было что заучивать школьникам. Вот, например: Гвардия умирает, но не сдается, господа. это Людовик XV, и вы его, конечно, сразу узнали по этим сильным словам, которые вполне мог бы произнести. Его называли любимый. Иногда он терял свою шляпу, но никогда не терял хладнокровия. Фильм «Фанфан Тюльпан», актеры и роли. Жерар Филипп, Фанфан Тюльпан. Джинни Лоллобриджиде, Аделина Ла Франшиз, дочь вербовщика рекрутов. Оливье Юссено, Транш-Монтань, друг и сослуживец Фанфана. Ноэль Роквер, Фьерабра, капитан, влюбленный в Аделину. Нерио Бернардио, Ла Франшиз, отец Аделины. Марсель Эран, король Людовик XV. Женевьева Паш, маркиза де Помпадур. Жан-Марк Тенберг, Либель, слуга Людовика XV. Сильви Пелайо, принцесса Анриета, дочь короля. Жоржет Ани, мадам Транш-Монтань. Но пусть опасности, которые мне встречались на пути, расскажут, что все-таки я остаюсь всегда послушный и верный вашему величеству слуга Лебель. Эти останки отсюда убрать. Позаботьтесь о лошадях. Фильм «Фанфан Тюльпан» 1952 года режиссера Кристиана Жака стал четвертой экранизацией истории об этом храбром и предприимчивом герое. И хотя две первые были короткометражками, но лента Рене Лепренса, вышедшая в 1925 году, была уже полноценной картиной, полной приключений и любовных интриг. Жерар Филипп был настолько убедителен как в любовных сценах, так и в сценах поединков и погонь, с полурастегнутым жабо и шпагой в руках, что в Нью-Йорке его прозвали реактивным французом, а в Токио – самураем весны. Фанфан Тюльпан – герой вымышленный. Он появился в песне, которую в 1819 году написал поэт Поль-Эмиль Дебро. Затем персонаж Фанфана Тюльпана был повторен в пьесе в 1859 году и в оперете в 1882. На съемках «Фанфана Тюльпана» Жерар Филипп во всех опасных эпизодах отказывался от дублеров, а в знаменитой сцене на крыше, высота которой составляла 10 метров, так вошел в образ, что начал реально сражаться с Ноэлем Роквером, который, распалившись, рассек ему лоб и проткнул руку острием сабли. А где у вас правый фланг? Я его ставлю слева. Слева. Чудесно. Идея неплохая. А левый фланг справа? О нет, сир, он будет в центре. От центра, я полагаю, справа. Правильно, вы угадали, ваше величество. Диспозиция очень коварная. Нам по возможности надо дезориентировать врага. Фильм «Фанфан Тюльпан» был выпущен в советский прокат через 3 года после мировой премьеры и стал одной из самых посещаемых зарубежных лент за всю историю СССР. Картина была настолько популярна, что ее трижды выпускали в широкий прокат. Актриса Джинни Лоллобриджиде в «Фанфане Тюльпане» получила свою первую роль во Франции, так как фильм финансировался итальянскими продюсерами. Жерару Филиппу для «Фанфана Тюльпана» пришлось научиться ездить на лошади и обращаться с оружием, что стоило ему нескольких болезненных падений и сломанного ребра. Сам фильм «Фанфан Тюльпан» 1952 года показывали в советском фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» 1964 года. Несмотря на то, что во время показа техники прикрывали от детей сомнительные сцены картонкой, это говорит о том, что картина преодолела строгую советскую цензуру и была радостно встречена на просторах СССР.
Существует красивая легенда. Когда, находясь в Москве в 1955 году, Жерар Филипп любовался Красной площадью, к нему подошел мальчик, извинился и робко спросил: «Вы Жерар Филипп?» «Нет», шутя ответил Филипп. «Простите, конечно, я ошибся», растерянно сказал мальчик, отходя, а потом повернулся и, улыбаясь, добавил: «Вы не Жерар Филипп, вы Фан-Фан Тюльпан». Сейчас будет взрыв! Где Фан-Фан? Мы здесь. Фильм «Фан-Фан Тюльпан». Сюжет. Франция, 18 век, на престоле король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счета ему не хватает 38 солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фан-Фан, Жерар Филипп, спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, записывается в армию. Цыганка нагадала ему, что он добьется на военной службе небывалых высот и сыграет свадьбу с самой принцессой Франции. Выясняется, что цыганка Аделина, Джина Лолабриджида, дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов. Раскусив уловку, Фан-Фан все же не отступит от своей мечты и встанет под королевские знамена. А, это только вы. Вы спали? Мне приснился чудесный сон. Вас пытали. Пытали? Да. Вас секли розгами за колдовство на площади. Почти совсем голую. Толстоваты у вас бедра на мой вкус. Вы наглец. Замолчите сейчас же. Вы извивались, как змея. И, рыдая, умоляли остановить казнь. Дайте мне уснуть, хочу досмотреть, чем все это кончилось. Доброй ночи. О, нет, нет. Вот еще не смейте спать. Встаньте сию минуту. Конечно, интерес у Аделины корыстный. Она сама влюбляется в Фан-Фана и хочет приблизить его к себе. Но к ее неудовольствию и к радости главного героя псевдопредсказание начинает сбываться. По дороге в полк он спасет маркизу де Помпадур, Женевьева Паш, и принцессу Анриету, дочь короля, Сильви Пелайо, от нападения разбойников, получив благодарность брошь в виде тюльпана. Аквитанский полк располагается неподалеку от королевского дворца, и Фан-Фан проникает через печную трубу в покой принцессы с криком: «Анриетта, вы меня узнали, полюбите меня скорее!». Как ни странно, но своеобразным двигателем судьбы Фан-Фана становится сама Аделина. Это благодаря ей он спасается от виселицы. Фан-Фан внезапно оставляет идею женитьбы на принцессе и проникается любовью к Аделине. Герой переживет немало приключений, прежде чем Аделина Ла Франшиз, ставшая приемной дочерью короля, будет отдана ему в жены самим Людовиком XV, Марсель Эран. Марион так прелестно, соблазнительна и скромна. Да мы немедленно найдем ей жениха. Ну, кто хочет быть мужем Марион, поднимите руку. Я вызываю охотников. Скорей, скорей! Торопитесь, друзья, торопитесь! Есть желающий слева, есть желающий справа. Ну, друзья, скорее! Тому, кто пожелает взять ее в жены, я отдаю в приданое свое жалование. Поднимите руку, кто? Пусть достанется самому храброму! Почему же фильм «Фан-Фан Тюльпан» 1952 года стал практически легендарным? Ведь это весьма простенькая история о любвеобильном парне, который, не желая жениться, завербовался в армию, а там нашел свою любовь. Фильмов «Плаща и шпаги» в те годы снимали очень много, и хотя сейчас эти фильмы выглядят достаточно старомодно, «Фан-Фан Тюльпан» смотрится отлично и сегодня. Самой большой удачей создателей фильма «Фан-Фан Тюльпан» было приглашение на главную роль Жерара Филиппа. Он выглядел совсем юным, отлично двигался, обладал огромным актерским мастерством. Жерара Филиппа заменить было нельзя, без него фильм бы просто развалился, что доказал режиссер Жерар Кравчик спустя полвека, выпустив ремейк картины. В пылу погони и преследователи, и преследуемые незаметно для себя оказались в глубоком тылу врага. Враг подумал: может быть, это ловкий маневр? Враг нас обманул! Большой вклад в популярность фильма «Фан-Фан Тюльпан» внес сценарий Анри Жансона, с легкой руки которого фразы из картины звучат почти как афоризмы. «Война слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. Враг воюет не по правилам. А где же обещанные 10 тысяч трупов? О, они будут в следующем сражении, сир!» Великолепные костюмы, прекрасная актерская игра, веселые шутки, а в характере героя Жерара Филиппа благородство в равных пропорциях, смешанное с очень человечной хитростью и эгоизмом. Так и получается эталонный приключенческий фильм «Фан-Фан Тюльпан», который можно показать даже в советском детском лагере, конечно, прикрыв сцены поцелуев картонкой. Чем запоминается «Фан-Фан Тюльпан»? Легкостью, игривостью, чисто французской гривуазностью. Написанный демократизм острого словца, шпаги и любви блестяще воплощен в дуэте Жерара Филиппа и прелестной итальянки Джины Лолабриджиды. И если фильм прошел мимо вас, срочно исправляйте ситуацию, вас ждет сам «Фан-Фан Тюльпан».
все-таки меня любишь. Я еще ни за одной девушкой так не бегал, как за тобой. А ты говорил, что не любишь меня. И ты поверила? Не поверила, нет.